Чем удобрять герань и другие цветы зимой, чтобы они пышно цвели, чтобы листья снова были зелеными, яркими и здоровыми? В сегодняшнем видео я расскажу о нескольких подкормках, которые будут полезны вашим домашним цветам и растениям в зимний период. Зимой цветы требуют более тщательного ухода в плане подкормок. Если ничем не удобрять растения, они могут потерять свой эстетически красивый вид и к весне могут быть очень чахлыми и больными. В зимнее время растения испытывают много различного стресса, нехватку светового дня, сильные перепады температур, сухой воздух и многие другие проблемы, в результате чего зачастую они начинают сбрасывать листья, заболевать и увядать. Если ваше растение выглядит плохо, слабое, пожелтевшее, то ему может помочь одна реанимирующая подкормка из нескольких таблеток. Первая таблетка называется глицин. Глицин – это природная аминокислота, полезная для растений. Она является регулятором роста, положительно сказывается на развитии растений, является проводником микроэлементов, находящихся в почве, которые плохо усваиваются растениями. Все таблетки нужно развести в 2 литрах отстойной теплой воды. Глицина берем 1 таблетку 100 мг. Следующая таблетка, которая нам понадобится, это никотиновая кислота или витамин В3. Витамины из группы В особенно хорошо влияют на развитие корневой системы. Они запускают рост корней и повышают иммунитет растений. На 2 литра воды также берем 1 таблетку. Следующая таблетка – это аскорбиновая кислота с глюкозой. Аскорбиновая кислота является мощным стимулятором роста растений. Она особенно хорошо помогает, когда у растений стрессовые условия. Помогает прижиться на новом месте, адаптироваться, пойти в рост и зацвести. Берем пол таблетки. И последняя таблетка, которая нам нужна, это янтарная кислота. Янтарная кислота – это природный регулятор роста для растений. Она оказывает уникальное действие, повышает плодородность почвы, очищает почву от вредных соединений, помогает растениям лучше усваивать питательные вещества, улучшает обменные процессы, запускает развитие и цветение. Добавляем в наш раствор 1 таблетку 100 мг. Все таблетки я растираю в порошок и развожу в теплой воде. После хорошего перемешивания раствора используем его для подкормки домашних цветов и растений. Поливаем наши цветы под корень по влажной почве. В каждый горшочек достаточно нести 50 мл раствора. Или можно сделать опрыскивание по листу в утреннее время. Такую подпитку для здоровых цветов достаточно носить не чаще 1 раза в месяц. Если растение слабое, для реанимации можно носить 1 раз в 10-14 дней. Данная подкормка не является полноценным питанием для растений. Она является дополнительным антистрессовым средством, которое поможет растениям в трудный для них период. Чтобы домашние цветы герань не желтела, чтобы цветы пышно цвели, их нужно подкармливать фосфором и калием. Также цветам нужно давать магний и кальций. А если вы хотите, чтобы ваше растение нарастило зеленую массу, используйте азотную подкормку. Фосфор необходим цветам для цветения, для образования бутонов, для развития корневой системы. Калий также нужен для цветения, для того, чтобы оно было ярче и более продолжительным. Магний необходим для образования хлорофилла. При его недостатке ухудшается процесс фотосинтеза, желтеют листья и начинают опадать. Растение заболевает, перестает расти и цвести. Кальций также важный элемент для растений. Он участвует в строении новых клеток, нужен для формирования развитой корневой системы. При нехватке кальция растение становится сильно подвержено болезням и различным вредителям. Начинает отмирать корневая система, в результате ухудшается декоративность цветов. Есть такая подкормка, которая называется монокалий фосфат. Она содержит много фосфора и калия. Также есть подкормка сульфат магния. Она содержит магний. Для приготовления калийно-фосфорной магниевой подкормки в 1 литре воды разводим пол чайной ложки монокалия фосфат, пол чайной ложки лимонной кислоты и половину чайной ложки сульфата магния. Лимонную кислоту вносим в раствор для лучшего усвоения всех элементов. После хорошего перемешивания раствора поливаем герань и другие цветы под корень по влажной земле. Повторяем подкормку 1 раз в 2 недели.
Кальций можно дать растениям при помощи удобрения хелат кальция. Хелат кальция быстро усваивается растениями как по листу, так и через корневую систему. Если вы подкормили монокалием фосфат под корень, то можете дать растению кальций по листу. Для этого в 5 литрах воды разведите 1 грамм удобрения хелат кальция, после чего опрыскайте цветы по листу. Если нет возможности приобрести монокалий фосфат и сульфат магния, можно использовать аптечные таблетки аспаргам. Такие таблетки содержат калий и магний. Внесите по одной таблетке в каждый горшок с цветком. Таблетку нужно внести на глубину, вблизи корневой системы. Для этого разломите таблетку на кусочки и равномерно распределите вокруг растения. После чего полейте хорошенько цветок отстойной водой. А кальций можно дать при помощи таблеток кальция глюконат. Также одну таблетку внесите в каждый горшок с цветком. Проблемы с домашними цветами и растениями в зимний период также могут быть связаны не только с нехваткой питательных веществ, света и других факторов, но также и с болезнями. Растения могут быть поражены патогенами, грибками или бактериями, которые угнетают рост и развитие растений, которые способны погубить домашние цветы. Есть одно простое средство, которое в первую очередь направлено на профилактику множества заболеваний, но также оно может помочь при первых признаках болезней. Оно повышает иммунитет растений, их стойкость противостоять болезням и негативным стрессовым условиям. Оно не является полноценным удобрением, однако оказывает антистрессовое действие, помогает восстановить хилые больные цветы, запускает ростовые процессы, положительно сказывается на цветении. И речь идет о салициловой кислоте. Салициловая кислота – это природное средство. При правильном ее использовании она не оказывает негативного действия ни на растения, ни на окружающую среду. Для приготовления раствора возьмите аптечный спиртовой раствор салициловой кислоты 2%, а также аммиак 10%. Раствор аммиака необходим для растворения салициловой кислоты в воде и хорошего усвоения подкормки растениями. В 100 мл воды разведите 20 капель салициловой кислоты и 8 капель аммиака. Раствор хорошо размешайте и используйте в качестве опрыскивания по листу в утреннее время. Повторяйте подкормку зимой один раз в 3-4 недели, и ваши цветы не будут болеть. Используя подкормки из сегодняшнего видео, уже в ближайшее время вы заметите положительные результаты на своих домашних цветах и растениях. Цветы начнут лучше расти, станут более крепкими, зелеными, обильно цветущими. Спасибо за интерес к данному видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Заказать удобрения монокалий фосфат, сульфат магния, хелат кальция, а также янтарную кислоту и другие полезные препараты для домашних цветов и растений вы можете по ссылкам в комментариях под этим видео. С доставкой до ПВЗ, постаматы или курьером на дом.